Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим сорбенты микотоксинов для свиней и коров. Сорбенты – это очень обширный и многогранный массив информации. Здесь как бы все и понятно. Сорбенты должны адсорбировать микотоксины, которые есть в корме. И когда сорбенты только-только появились на рынке, то многие технологи очень активно на них откликнулись. Но прошло некоторое время, и интерес к ним как-то поубавился. Многие не увидели желаемого эффекта от их применения. Есть еще другая категория людей, которые вне зависимости от результатов продолжают добавлять сорбенты в корм. По принципу хуже не будет. Ведь сорбенты же микотоксины связывают, а микотоксины в корме есть всегда. Об этом тоже все знают. Когда больше, когда меньше, но есть всегда. Вот и добавляют сорбенты в корм, считая это профилактикой. Чтобы это было не сильно напряжно для бюджета, то выбор за самыми дешевыми сорбентами. Есть еще и третья группа специалистов, которые в совершенстве владеют информацией о сорбентах и осознанно добавляют их в корм, руководствуясь данными анализа кормов и составом сорбентов. Но, увы, таких зануд в кавычках, конечно же, очень мало. В основном все применяют сорбенты наугад, на основании какой-то случайной информации. Или где-то в журнале рекламу увидели, или на какой-то конференции услышали, или кто-то приезжал в хозяйство и смог убедить в необходимости применения сорбентов. Что делать? Как правильно подойти к этому вопросу? Итак, все по порядку. Микотоксины – это продукты метаболизма плесневых грибов, которые в корме есть всегда. Когда больше, когда меньше, но есть всегда. Все зависит от погоды. Если лето дождливое, то и микотоксинов будет больше в корме. Если лето сухое, то микотоксинов будет меньше. Причем хочу отметить, что около 80% микотоксинов, которые образуются в корме, образуются на поле. И лишь 20% в результате неправильного хранения кормов. Определить наличие микотоксинов визуально невозможно. Если вы не видите плесени, например, на початке кукурузы, то это еще совсем не значит, что там нет микотоксинов. Только лаборатория может дать точный ответ на предмет наличия микотоксинов в корме. Но, во-первых, не каждая лаборатория может это сделать, а во-вторых, совсем до недавнего времени лаборатории делали анализ только на 5-6 микотоксинов. Сейчас уже есть лаборатории, которые могут определить около 20 микотоксинов. Конечно, 20 это намного больше, чем 6. Но если учесть, что всего уже обнаружено более 400 микотоксинов, то это не так уже и много. Принято считать, что в эти 20 входят наиболее распространенные микотоксины, от которых больше всего вреда. Микотоксины – это яды для животного организма, поэтому их в корме не должно быть. Иначе у животных будут наблюдаться токсические явления. Степень проявления признаков отравления животных микотоксинами зависит от комплекса микотоксинов, которые есть в корме, и от их количества. Степень проявления микотоксикозов может быть разной, от совсем визуально незаметных признаков и до гибели животных. Более подробно симптоматику проявления микотоксикозов мы как-то рассмотрим в наших последующих видео. Кстати, даже визуально незаметная симптоматика еще не значит, что нет никакого вредного воздействия. Это может проявляться в снижении потребления корма, увеличении количества маститов, плохой оплодотворяемости. Поэтому понятно, что в идеале микотоксинов в корме быть не должно. А если они все-таки там есть, то их надо с корма как-то выводить. Сорбенты связывают микотоксины, которые есть в корме, и выводят их из желудочно-кишечного тракта животных. И здесь необходимо помнить, что разновидностей микотоксинов очень много, и что сорбенты могут связывать лишь некоторые из них. Причем разные сорбенты по-разному их связывают. То есть микотоксины, которые адсорбентам, что называется, не по зубам. Чтобы решить эту проблему и усилить сорбционную эффективность препаратов, были разработаны специальные ферменты. Они подвергают биотрансформации токсины, которые не адсорбируются на минеральном носителе. Поэтому при производстве сорбентов, во-первых, используют различные минеральные сорбенты для расширения их возможностей. В своей основе они содержат кремниевые соединения. Во-вторых, чтобы усилить эффективность собственно сорбентов, в их состав вводят ферменты, которые подвергают расщеплению микотоксины, которые не могут быть связаны с адсорбентом. А в-третьих, как я уже сказал, что есть такие микотоксины, которые устойчивы и к ферментам и не подвергаются сорбированию. Чтобы как-то минимизировать их токсическое воздействие на организм, то в состав сорбента дополнительно вводят гепатопротекторные вещества, то есть вещества для защиты печени. Ведь при микотоксикозах, как и при любом отравлении, самый первый удар приходится на печень. Препараты, которые называются сорбентами, содержат комплекс веществ. Это минеральный носитель, ферменты и гепатопротекторы.
Могут добавляться и другие вещества, которые снижают токсическое действие микотоксинов. Называются такие препараты многокомпонентными. Все остальное, что предлагается на рынке, то это не совсем серьезно. Да, монокомпонентные вещества обладают какими-то сорбционными свойствами, но в целом задачу они никак не решают. То есть микотоксины, если они есть в корме, они не свяжут. Вот теперь, зная, как работают сорбенты, можно приступать и к их выбору. Как вы поняли, что нельзя покупать сорбенты просто так, на всякий случай, что, мол, в кормах могут быть токсины, и заблаговременное введение в корм сорбентов как-то поможет избежать появления микотоксикозов. Это неправильный подход. Во-первых, вы не знаете, какие микотоксины есть в корме, а тем более будут. И тем более не можете угадать их количество. Правильно? Это сначала сделать анализ корма в лаборатории, который имеет соответствующий опыт данных исследований. Это непросто, ведь далеко не каждая лаборатория имеет соответствующее оборудование. Только на основании данных лабораторий можно подбирать сорбент. Нет таких сорбентов, что были пригодны на все случаи жизни. Разные видовые композиции микотоксинов требуют и разных сорбентов. Это первое. А второе, что может быть такая ситуация, что корм проще будет выбросить, чем добавлять в него сорбент. Такое редко, но бывает. Поэтому без данных лабораторий покупка сорбента наугад — это все игра в кошки-мышки. Повезет, не повезет. Ведь добавление сорбента в корм должно решать задачу по связыванию токсинов. И вы в конце концов должны получить прибыль, а не самоуспокоение от того, что вы что-то бросили в корм. Очень часто так бывает, что даже у тех специалистов, которые понимают важность применения сорбентов, главным решающим фактором при их покупке есть два критерия. Это чтобы в названии того, что они покупают, было слово сорбент, ну и чтобы это стоило дешево. Это очень неправильный подход. Во-первых, об этом знают очень многие недобросовестные продавцы сорбентов, что такими критериями выбора многие технологи руководствуются. А во-вторых, как я уже сказал, что не может быть хорошим какой-то монокомпонентный сорбент. Очень часто так бывает, что находят какие-то адсорбционные свойства у какого-то минерала, в основном это касается естественных кремний содержащих минералов, провели несколько лабораторных опытов, потом где-то в каком-то хозяйстве провели опыт на 10 свиньях, составили акт, который подписали директор технологии и ветврач, после этого опубликовали полученные данные в нескольких журналах, и потом это становится незыблемой аксиомой того, что это очень качественный сорбент. Это чистейшей воды профанация и манипуляция. В такой ситуации может быть все что угодно. В худшем случае это может быть просто подлог данных, в лучшем случае это может быть какое-то удачное стечение обстоятельств, которые в дальнейшем нельзя повторить. Все может быть. Во-первых, существует методика постановки таких опытов, и ее никто не отменял. А во-вторых, все это многократно перепроверяется в лабораториях, которые сертифицированы на проведение такого вида работ. И когда все эти условия соблюдены, вот тогда и появляется возможность доверять таким данным. И то, это не значит, что даже в таких случаях можно доверять полностью. Ну, вот такой я подозрительный. И если вы хотите сохранить ваши деньги, то тоже будьте подозрительными. А так, может быть ситуация с точностью да наоборот, что применив сорбент с целью связать микотоксины, вы не только не улучшите ситуацию, а наоборот, можете даже ее ухудшить. Например, микотоксины сорбент не свяжет, а вот витамины, которые есть в корме, данный сорбент может успешно связать и вывести из организма животного. Это первое. А второе, это то, что, как правило, такие сорбенты занимают место в общем объеме корма. А значит, что животное потребит меньше корма и питательных веществ. Если у вас животное невысокой продуктивности, то это может быть не так уже и страшно. А вот если животные высокопродуктивные и где каждый дополнительный мегаджоуль энергии на счету, то вы можете много потерять. Одним словом, кроме вреда при таком подходе, вы ничего хорошего от применения таких псевдосорбентов не получите. Поэтому, прежде чем купить сорбент, сначала сделайте анализ корма на содержание микотоксинов. Необходимо, чтобы лаборатория дала вам развернутую характеристику и по составу микотоксинов, и по их количественному содержанию. И лишь после этого можно будет приступать к выбору сорбента. То есть необходимо смотреть на характеристики сорбента. Ведь сорбенты имеют направленное действие. Одни сорбенты хорошо работают с одними видами микотоксинов, а другие направлены на связывание совсем других токсинов. Я даже не хочу употреблять здесь слово адсорбция. Ведь это может быть не только адсорбция, то есть связывание токсинов, а их биотрансформация при помощи ферментов. Некоторые сорбенты, кроме действия на микотоксины, обладают еще и гепатопротекторными свойствами. Ведь микотоксины в первую очередь поражают печень животных. И я вам скажу так, что даже сорбентам с очень хорошей репутацией и хорошей доказательной базой тоже нельзя наобум до конца верить.
Всегда надо периодически делать анализ крови животных и смотреть, а как там поживают печеночные показатели. Если показатели АСТ и АЛТ повышены, то это уже есть основания для более глубокой проработки ситуаций по применению сорбентов. Если это не делать, а просто покупать какие-то неизвестные сорбенты, которые кто-то посоветовал давать в профилактической цели, что типа хуже не будет, то это будет неправильно. Я об этом уже сказал выше и еще раз повторюсь, что лучше не будет. Это точно. Сорбенты — это уже высокотехнологические компоненты кормов, которые требуют с одной стороны глубоких знаний, а с другой стороны они требуют соответствующего технологического сопровождения. Очень часто так бывает, что бездумно покупают какое-то барахло, применяют его, не получают никакого результата, а потом говорят, что сорбенты не работают и что это полнейшее барахло. Отметьте, что я не сказал, что дешево покупают какое-то барахло. Можно барахло купить и задорого. Это будет еще хуже. Покупать надо то, что надо, исходя из той ситуации, которая сложилась в вашем хозяйстве на основании данных лаборатории. При этом надо самому понимать все нюансы. Надеяться на то, что продавец сорбентов будет вас в это глубоко посвящать, то это вряд ли. Ну, во-первых, не факт, что он сам хорошо разбирается в этих вопросах. А во-вторых, вы же понимаете, что ему поставлена задача любой ценой продать вам эти сорбенты. И если вы думаете, что продавец приехал к вам в хозяйство за много километров, потратив море бензина и рабочего времени, и после длительных уговоров ничего вам не продав, уедет, то его на фирме директор похвалит и премию выпишет. Вот поэтому во всех этих нюансах вы должны разбираться самостоятельно. Это ваши деньги. В наших последующих роликах мы будем разбирать все эти нюансы, но это будет потом. А пока на этом все. Здоровья вам и вашим поросятам. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!